Всем привет! На сегодня эфир с Константином Капустиным. Он сейчас находится в Бостоне. Ты в Бостоне, да? Да. Всем привет. Вот в эпицентре роботостроения. Вот, да. Сегодня мы поговорим о том, как дизайнер из а, России может оказаться работать в США. Что такое рынок дизайна в США, чем он отличается от европейского. Вот, вообще про сферу ту, в которой работает Константин, пообщаемся. И у нас будет в конце сессии вопросов-ответов, когда сможете написать свои вопросы в чатик. Я предлагаю всем писать в чатик, не стесняться, и, соответственно, потом мы на них ответим. Вот. Предлагаю начинать тогда. Меня зовут Саша Устинов, я фаундер диджитал-агентства Bears Brothers. Я делаю дизайн-конференции оффлайновые и еще вот делаю онлайн-подкасты иногда записываю. Вообще я люблю записывать оффлайн подкасты, но, к некоторым прекрасным дизайнерам не дотянуться в этом смысле. Сложно, их пригласить сюда, в Сербию, поэтому делаем онлайны. Вот. Сегодня у нас в гостях Константин, бренд-дизайнер. Работаешь, я так понимаю, в каком-то стартапе из долины, из Силиконовой долины, живешь ты в Бостоне, переехал в США по визе талантов. Вот, мы сегодня познакомимся и пообщаемся. Тебе, кстати, привет от Павла Митюхина. Он сказал, М, что э, да, кто-то слышал. там, по-моему, вы с ним, да, что-то делали, какие-то дела. Вот. Да, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чтобы люди вообще э, поняли, чем ты занимаешься, какой у тебя бэкграунд. Мгм. Да, я, наверное, так вкратце опишу. Я вообще изначально из Омска. А, Учился на дизайн среды. То есть у меня как бы так, как-то специальное образование, можно сказать. 6 лет я отучился. Я взял всего понемножку и ничего в целом, но мне всегда было интересно работать с дизайном там, каким-то визуальным. И я немножко проработал в Омске в одной дизайн-студии, потом переехал в Москву. Там тоже была, там 3 года в дизайн-студии Софт. Я там, в принципе, наверно, всему учился, и, ну как, много чего уже знал, да, как бы хотелось дальше прям очень очень, хотелось много чего еще понять, как работать, что хорошо, что плохо и так далее. И дальше я, уже, был в таких ролях, как, там арт-директор, в других дизайн-студиях, в небольших. А, Потом я был, лид-дизайнером в Mail.ru, когда мы уже переименовались в ВК, и переехал в, Черногорию. А, Ну, так ты рядом, получается, с Сербией уже. Да-да-да. Да-да-да. И, да, в Сербии, кстати, тоже много раз был. В том числе вот мы, с Пашей там пересекались, с Митюхиным. И да, в целом как бы очень много занимался, веб-дизайном, 3D, там, айдентикой и так далее. Но мне всегда нравилось именно 3D, и это была моя, наверное, сильная сторона. В креативе очень классно было, как бы, ну, выделиться среди многих других, когда ты знаешь, как там примерно делать какие-то визуалы довольно быстро, в продакшене не сильно сложные. Вот, и дальше, а, ну, в Черногории я уже работал удаленно, то есть у меня всё время был фриланс, так что это позволяло мне всегда прокачиваться, в плане, ну, как бы разнообразия проектов, чтобы всё время быть на волне и так далее. Вот. И в целом, как бы заранее еще в Москве, до того, как я переехал в Черногорию, мы, с женой давно хотели а, как-то побывать, попробовать поработать, в Америке, посмотреть, что это такое. И я уж тогда начал работать над «Виз талантов». И вот, в целом нашел, точнее, меня нашли, ребята из стартапа в Сан-Франциско, когда я уже удаленно был, в Черногории. Кажется, у меня, э, виза уже находилась почти в процессе. Ну, я могу потом попозже, может, сказать про визу саму. Мгм. И я переехал, да, в США. Пожили мы 2 месяца в Нью-Йорке.
И потом, так как нужно было в офисе быть, мы переехали в Калифорнию. Там я проработал с этим стартапом, и, через какое-то время я уже поменял работу. И сейчас я, в стартапе, который связан со страховками. Ну, то есть, Мгм. звучит вообще не очень весело, но мы делаем очень классный визуал, мы очень классный эмоциональный дизайн делаем. Вот, и здесь я уже, 2,5 года. Что за стартап, я не могу сказать. У нас там такие вот условия, Мгм. как бы немножко в стелс-режиме. Но в целом, да, вот как бы вот такой мой путь. Я начинал с обычного там, не знаю, граф-дизайна, можно сказать, там всякого разного интерьерного и так далее. И это все мне привело вот сюда, где я занимаюсь, в принципе, всем. То есть я мультидисциплинарный дизайнер, я очень люблю новые инструменты, новые технологии, челленджи, новые отрасли. А, вот, в целом Но как-то так. должность у тебя сейчас, то есть это бренд-дизайнер, да? Да, принципал бренд-дизайнер. Принципал бренд-дизайнер. Да, да. То есть я занимаюсь тем, что связано с нашим брендом, с визуальной частью. Там поддерживаю сайт, новые страницы делаю, Мгм. какие-то То кивишки. есть с коммуникацией, с брендингом, и с коммуникацией со всем. Отлично, отлично. Слушай, ну отличная история. Причем вот к нам приходила на прошлый эфир Саша Денисова, у нее подобный опыт. То есть она тоже приехала, в США, получила первую работу, потом поменяла, и эти там у неё 2 работа. Мне кажется, это какой-то, может быть, даже, такой, must have, потому что приезжаешь, озираешься, начинаешь на все смотреть. Вот, отлично, отлично. А, Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть подробнее, наверное, о том, как ты готовился к переезду и как ты работал с визой талантов. То есть ты, наверное, привлекал какого-то адвоката, да, который тебе помогал собирать документы, или ты сам все делал? Да, да, адвокаты были, но там у меня немножко нестандартный, кейс. Есть Мгм. такие ребята, которые помогают, переехать в основном, программистам, и там было у них несколько дизайнеров. Один из дизайнеров, был классный парень, Сережа. Он мне очень помог, как бы, в принципе, просветил про эту компанию, рассказал, что Мгм. как бы как у него всё прошло, они его перевезли. Он, в принципе, был их первым клиентом. И у них такая история, что, там как бы они не просто собирают тебе визу, ну, как бы кейс, да, для визы. Они, помогают тебе там уже на месте найти там Мгм. жилье, там помочь с рефералами, допустим, ну, какие-то такие вещи, да, в Мгм. принципе, как бы учить тебя, как жить в этой новой среде, в том числе. Вот, и поэтому, да, у меня еще, ну, не просто адвокат, а целая команда была. Мгм. Вот, и в целом, да, как бы кейс занял, работу над кейсом, мне кажется, только год. Примерно у всех так одинаково, хотя Всех поначалу год, да, год примерно. да, думаешь, как бы вот, что там делать. У меня есть какие-то у меня, кстати, уже на момент, когда я начал работать над кейсом, уже были какие-то активности. Мгм. Есть меня уж приглашали тогда на конференции. Я там как-то поучаствовал, не знаю, если кто-то помнит, такие Photoshop батлы были от, Мгм. Skillbox. Мгм. Там какие-то у меня были победы. И в целом, ну, на основе этого я думал, что будет классно, несложно построить кейс. Вот. Ну и в целом там как бы такая история, да, что нужно, по 8 критериям попасть, как минимум по 3, Мгм. чтобы тебе петицию заапрувили, и ты мог визу получить. Мгм. Вот, и как бы я, наверное, в целом такой немножко тревожный был. И команда, которые хотели, чтобы как можно больше из всего выжить, да, как бы, на входе, чтобы, ну, увеличить шансы. Поэтому я по всем, наверное, по 8 всем активностям насобирал кейс. Мгм. Где-то на сколько страниц получилось. Ну, там надо участие в жюри, публикации, Да. награды и так далее. Да, то есть я писал статьи, тоже пробовал сам писать статьи. Ну как, не пробовал, а прям писал сам. Потом обратился к копирайтеру, и в целом, наверное, копирайтер мне очень сильно помог, но в плане как структурировать немножко, Мгм. Мгм. сам формат текста. Но все равно за тебя как бы, ну, никто не поймет, что ты думаешь и что напишешь. Ну, Вот, понятно, да. в жюри, Нельзя взять и просто,
кого-то нанять, чтобы он за тебя все сделал. Да, да. Ну, в целом, я вот что хочу сказать про визу талантов. Это классный, вообще опыт, мне кажется, для любого Мгм. дизайнера из, СНГ, из постсоветского вообще пространства. Что у нас есть, мне кажется, у многих какой-то синдром самозванца. И вот когда ты работаешь над кейсом, ты как начинаешь уже мыслить как адвокат, да, то есть там, ну, как бы, окей, вот у меня вот такой есть, кейс, например, да, я вот могу вот такое достижение сюда Мгм. поставить, и при этом ты думаешь, как это доказать? А как можете доказать обратное, например? И ты как бы начинаешь мыслить, и у тебя появляется как бы гораздо больше, как это, таких вот пометочек, да, как бы медалей у себя в голове о том, как бы, ну, я вроде что-то действительно сделал. То есть не то, чтобы там это нужно, не знаю, там, присматриваться к каким-то богам, которые все это получают Мгм. там, и Мгм. В вот. общем, Ну, кстати, начинаешь себя ценить больше, да, и это очень классно помогает и нетворк построить, и в целом тоже полезная вещь, да. ну, ты имеешь в виду про нетворк, ты имеешь в виду, что не надо стесняться, надо кого-то писать, говорит там, Да. вот я там хочу, не знаю, стать членом жюри или там я хочу еще что-то. И, в Мгм. принципе, люди откликаются, я так понимаю, да? Да, вот это вообще классно. Самое классное, в принципе, я вам скажу, вообще на всем этом пути — это вот люди, которые, очень отзывчивые и поддерживающие были. То есть я Мгм. писал в разные студии, я писал клиентам, с которыми, с крупными работал, и все очень легко соглашались там те письма эти подписать. Тоже одно из условий было, это, там рекомендательные письма, и еще нужен один человек, который на месте, да, в США уже может тебе посоветовать. Кто-то из Мгм. твоей области, кто может за тебя обучаться, грубо говоря. И вот я написал, одному парню, Айдару, он, очень сильно мне помог. То есть мы как бы были незнакомы. Он там когда-то вел свой блог на "Ютубе" про жизнь дизайнера. Как бы это, тоже сложно было вообще в целом, информацию найти, как бы в то время. Как, там выглядит не знаю, как работают дизайнеры именно в США, что там вообще происходит, как, их жизнь, в принципе, выглядит. И вот он, легко согласился. Прям сразу помог мне. Ну, то есть он как бы все это не просто, да, как, ну, как это, не какая-то договоренность. Разумеется, нужно было там ему какой-то ревью сделать, всего, моих там работ и так далее. Вот, ну, В общем, в люди целом люди очень помогают. хорошо помогают. Да, да. Но вот если, наверное, обращаться к нашим там слушателям, которые сейчас с нами онлайн или потом будут слушать подкаст, что ты хочешь сказать про это дело? То есть не надо стесняться, надо просто пробовать и методично Да. это делать? Да, я, кажется, я думаю, что это в целом такая, проблема. Ну, у меня она вообще тоже сильно была. Это синдром самозванца. Мгм. Пока тебя не окружат как бы люди, которые поддержат тебя, да, и подсветят как бы какие-то твои хорошие качества. Вот, и в целом, да, это помогает очень хорошо структурировать свои мысли. Например, когда я там записывал, обучающие какие-то курсы тоже там с нетологией, со скиллбоксом, в Skillbrains у меня там история была. В целом тоже помогает разобраться в том, как, ну, как бы в своих процессах, в том, как ты мыслишь, а как ты Мгм. считаешь, какой рецепт там должен быть, да, для того, чтобы получить вот это. И ты в обычной жизни, может, всё на автомате делаешь, а в этом случае ты как бы очень сильно включен в этот процесс и хочешь как бы, не знаю, вот действительно научить, там, не знаю, поделиться чем-то своим с другими людьми. То есть это вот, да, много про людей здесь. Мне прям это очень, неожиданно было, и я это очень, да, ценю. Класс. А скажи, пожалуйста, про то, как ты вообще начал работать именно в американской компании. Чем это отличается от привычного там рабочего процесса или того, как вы, как строится вообще культура работы в компании там с российскими корнями, там, да, и с корнями из Восточной Европы? Что здесь ты можешь тоже сказать, что посоветовать? Мгм. Ну, вот здесь, наверное, тоже можно разделить на большие корпорации, ну, или там средние, да, как бы компании, и такие начинающие стартапы, где немного человек, где все, в принципе, ну, например, вот первый стартап, в котором, я работал здесь, они специализируются эти, как-то, короче, renovation, там всякие, э, стройка, там,
отделка и так далее, там, домов. Мгм. Мгм. И у них классно там продукты были всякие, приложения, там как-то следишь за... Ну, то есть все, грубо говоря, ну, в общем, все связанное со стройкой и там визуальной какой-то эстетикой, которую нужно было нарастить. И ко мне просто обратилась их CEO, она мне просто написала, мы с ней созвонились, и как бы я начал с ними удаленно работать. И это было прям, да, как бы вот в один вот звонок все, в принципе, можно сказать, было решено. Ну, там какие-то технические моменты, конечно, нужно было пройти. Вот, а когда я менял уже работу здесь, Мгм. это прям вот такой огромный, ну, прям как-то заплыв был, такой тяжелый, я бы сказал. Потому что, ну, сейчас вся эта ситуация продолжается, но тогда тоже началась, волна увольнений, Мгм. сокращений. И ты сидишь в Калифорнии, там, не знаю, утром свой кофеек пьешь, в кофейне, и все сидят, все птички поют, все замечательно. И ты Мгм. читаешь эти новости, что тысячами людей увольняют, и никто вид не подает. И вот это вот тоже классная, как бы, не знаю, мотивация, возможно, была тогда найти, ну, прям работу, что люди не унывают и не показывают. Как бы им тяжело, но они этого не покажут. Вот, я начал, в целом экспериментировать. Там я писал в разные компании, делал совершенно разный по стилю, там, CV, cover letters, типа, чтобы просто протестировать разные гипотезы. Мгм. Но тут еще такой нюанс, когда у тебя виза One, ты не можешь, ну, то есть тебе недостаточно просто иметь там какую-то подушку безопасности, да, чтобы под мостом не оказаться. Ой. Ты, если через 2 месяца не находишь работу, все, твоя виза как бы, ну, заканчивается Аннулируется. всё Мгм. равно. И, соответственно, вот это был тоже челлендж. Либо надо вне правового поля там скрываться, да, и Ну, да, вот это такие вещи мне не очень нравятся, поэтому, да, я срок Мгм. хотел всё сделать идеально, Мгм. гладко. И тогда я начал действительно экспериментировать, там, не знаю, где-то более дерзко писать, там: "Привет, там, как дела? Вот мой портфолио. Если вы все еще не хотите меня нанять, как бы давайте". Ну, там, ты как, условно, типа, там, дерзко залетаешь и говоришь, там: "Вот я такой-такой-то, давайте уже А ты созвонимся". сам, получается, писал, да? То есть ты Да. находил контакты людей в LinkedIn и на сайтах, Да. да, и просто писал письма, или ты писал Да. сообщения в LinkedIn? И сообщения писал иногда. Ой, кстати, там была такая история, если мне тоже постоянно пишут, ребята там, разные, там, кто хочет ну, посотрудничать именно с нашей компанией, там, тогда Мгм. бывает. И видно сразу, когда люди, ну, прям ChatGPT используют или прям вот Мгм. супер вежливое, типичное американское письмо. Вот, и, соответственно, мне хотелось как-то из всего этого потока, я понимал, кто мои конкуренты, Окей. и я думал: "Окей, мне нужно как-то выделиться, как-то сделать что-то, что эмоционально зацепит". Они вот это Мгм. вот всё. Даже несмотря на то, что там есть как бы целые платформы, ну, как бы, роботы, которые, да, читают всё это, обрабатывают по Мгм. ключевым Мгм. словам, Мгм. скоро MCV делают, вот. Ну, то есть, возвращаясь, в принципе, к изначальному вопросу, я бы отметил, разницу м, как в CV, в построении, да, как бы презентации себе. То есть, если там не знаю, в российском, пространстве ты просто пишешь, какие у тебя были обязанности, типа я там делал там, не знаю, разрабатывал сайты, там, Мгм. идентику, упаковку и так далее, этого недостаточно. Тут нужно показывать как бы бизнесу, да, что принес бизнесу. Там, соответственно, статистика. Я как-то все это уже начинает восприниматься более на взрослом, что ли, уровне. Ну, то Мгм. есть, возможно, в каких-то big tech там, компаниях, в России, да, там типа Яндекса, ВК там и всего прочего, как бы тоже, наверно, смотрят на какие-то метрики, но здесь это вот на всех уровнях. И, соответственно, это нужно было очень хорошо расписать про себя. И, м, дальше, были разные совершенно тоже компании. Я там и в "Мету" проходил, и мне тоже рекрутеры звонили. Вот там, один парень мне звонил и сказал, что как раз, Мета ищет там себе дизайнера, а я у них прошел, 2 у меня раунда было, но мне вообще не понравилось, как бы, чем они хотят заниматься. Ну, в смысле, Мгм. что мне нужно будет делать. И в целом, Мгм. как бы, у Мета, если честно, такой визуальный язык, ну, как бы, слабоват, я бы сказал. Ну, то есть он очень Мгм. такой простой и неинтересный для меня лично. Мгм. То же самое я бы сказал, наверно, про какой-нибудь Google там.
ну, много компаний, да, из бигтеха, которые, ну, в принципе, визуально ты понимаешь, что, ну, как бы не сметчатся с тобой. Мгм. Единственное, наверно, Microsoft, классные ребята, вот, но в целом, да. И поэтому я смотрел, на всякие разные стартапы, в том числе. На дизайн-студии тоже смотрел. То есть И ты прицеливался, ты не просто слал всем, ты взял какие-то выборки, какие-то категории, условно, компаний, и да, ты просто для себя, а, понимал, как ты будешь с ними пытаться там коммуницировать, что про себя писать, да? да-да-да. Здесь Слушай, важно ну как бы то, что ты самому рассказываешь, выбрать. это же вот вообще не похоже на то, как привыкли в России люди искать работу. То есть Вот, все да, либо да. просто откликаются на вакансию и сидят ждут, либо что-то пишут там такое, типа: "Здравствуйте, а, мне очень заинтересовала ваша вакансия. Если вам это тоже интересно, я вам вышлю свое портфолио". Это вот такое. Ну Смотри, да. Да, здесь как бы ты воспринимаешь это как бы, ну, что тебе никто не поможет, ни за ручку, никто тебя не спасет. Ты должен прям взять всё в свои руки Мгм. и максимально объективно, да, вот, все отбросить лишнее и понять, что тебе нужно сделать, чтобы это получить. И ты разбиваешь Мгм. тоже на какие-то вот там промежуточные этапы. Вот про собеседования сами. Я всегда боялся вот этих вот многоуровневых там пятиэтапных интервью. Я Мгм. думал, что это только у разработчиков есть, там, когда вот. Ну, как оказалось, да, вот компания, которая сейчас, несмотря на то, что это как бы стартап, тогда еще был не особо большой, у меня были вот несколько этих раундов. То есть сначала это был... Я просто хочу их, наверное, выделить в плане того, что это такой усредненный пайплайн, как устраиваться на работу. Мгм. А, то есть изначально у меня был звонок от HR. Ну, то есть я сам откликнулся на LinkedIn. Мне очень понравилось, что я мог бы там сделать. Ну, как бы я видел себя визуально, что там... И я понял, что это возможный матч. То есть даже на будущее, в долгой перспективе я понимаю, что мне всегда будет чем заняться здесь. Вот. И я, конечно, тоже сделал ресерч, кто там у них, там креативный директор, кто CEO, кто там технический и так далее. То есть все это посмотрел. А, у нас был звонок с креативным директором, который тоже я понимал, какой стиль, ей интересен, как бы, ну, он, в принципе, у нас мэчился очень хорошо, где она до этого работала. И я по ним, ну, как бы вот этот ресерч сделал, и уже, у нас было интервью, где я подготовил прям уже презентацию. То есть для каждого тоже важный момент, что для всех компаний не пойдет там одно cover letter или там одинаковый текст, да, в твоем CV. Ты все время как бы немножко его унифицируешь. Ой, как это, наоборот. Здорово, кастомизируешь. Да, кастомизируешь, да. То есть чтобы, понять, что людям откликается. Ты как бы как это Мгм. уже какой-то продажам каким-то учишься на ходу. И да, потом, был дизайн-челлендж, то есть они мне дали как бы тестовое задание. А, это не знаю, как сейчас происходит и везде ли так, но оно было оплачиваемое. То есть в случае, если Мгм. там тебя не берут, тебе ж платят. Вот. Ну, меня взяли, так что в целом, как бы, мне все равно, в принципе, было важно узнать, как это делать. И вот тут на тестовом задании, там оно довольно простое было. Они все время любят ограничивать, типа, там, вот тебе 2-3 часа, сделай то-то, то-то, и все, покажи результат. И, немножко забегая вперед, когда мы собеседуем здесь дизайнеров, это вот сразу видно, что человек там, ну, как бы смэчится с твоей командой или нет. Хочет ли он Мгм. сделать там больше, вообще, насколько он замотивирован. Мгм. И если ты делаешь, типа, вот мне сказали там 2-3 часа, я потратил 3 часа и все, и там, вот готово. Что вы от меня еще хотите, грубо говоря? И вот это не очень как бы интересно, да, это не впечатляет. Мгм. И я сделал, больше, чем нужно было. Ну, там не сильно больше, но как бы хотел как какой-то вау-эффект, там сказать. То есть не просто там презентацию сделал, а показал, как там еще может, по моему мнению, там главная страница выглядеть. Ну, типа первый экран. И в первый экран, я напихал как можно больше вот таких вот, вау-эффектов в плане не там какого-то цыганского дизайна, а там, например, я сделал интерактивную 3D-карту изометрическую там с городом, там, Мгм. связанным с этими страховками и так далее. То есть сделал какую-то вещь, которая сразу ты когда открываешь, понимаешь, что ну ничего себе. Как бы это Сразу стиль. впечатляет. Мгм. Да, и как бы не важно, что это, может, не относится к бизнес-задачам и так далее, но ты в целом показываешь свою мотивацию и показываешь, что ты как бы готов делать какие-то такие нестандартные вещи. О. Мгм.
И, в целом тоже, в предыдущей компании, в которой работала наша креативная, там была платформа Pitch, а, и она, как бы, ну вот, я сделал, соответственно, всю свою презентацию именно там, чтобы просто показать, что, окей, мне этот, ну, как бы, этот инструмент, наверное, лучше, чем там Figma какая-нибудь или еще что-нибудь. Ну, Figma Slides, по-моему, тогда еще не было, да, это очень недавно появилось. И то есть, как бы, такие вещи, как бы более персонализированные для команды, да, я вот такие вот делал. Соответственно, потом был, презентация тестового задания уже непосредственно вот моему руководителю, да, креативному, и, CEO. И, CEO очень, прям очень, как это, человек, который очень ценит хороший дизайн. То есть это очень Мгм. повезло, как бы редко такое бывает. Мгм. И, и в целом я как бы защищал свой дизайн тоже. То есть ты презентовал его, да? То есть Да, ты да. рассказывал о том, что ты делал? Мгм. Да, то есть если, да, им понравилось, значит, я могу рассказать, что я там, какие у меня решения были и так далее. Вот, я какие-то там тоже на их счет странные вещи, возможно, сделал, и как бы они меня про них спрашивали, но, слава богу, у меня там есть аргументация всегда для всего. А, вот, и самое тяжелое, наверное, было, то есть для меня это уже, получается, четвертый раунд, и я понимаю, что как бы все, дальше шансы как бы уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. То есть как бы ясно, что редко кто доходит до такого, ну, тогда, в принципе, там, Ты имеешь в виду, что последний. конкуренция все выше и выше, то есть последняя Да, раунд. да. Да, конкуренция выше, и как бы здесь начинается прям самый стресс. И у меня как раз там уже это 1,5 месяца, у меня через там 2 недели стекает уже вот этот период, когда я должен получить новую работу. И вот там был уже самый сложный этап для меня, мне кажется, такой непредсказуемый, потому что, ну, это везде, наверное, непредсказуемый. Это вот cultural fit, когда ты прям отвечаешь на какие-то более, ну, soft skills, там какие-то моменты, как ты вообще в целом мыслишь, как Мгм. ты там работаешь с командой. В целом, как бы, да, насколько твоя культура, да, мэчится в целом с компанией. Вот. Но это прошло хорошо, и дальше уже последний этап был, это уже прям оффер, и ты там какие-то моменты предлагаешь, ну, то есть как бы торгуешься. Мгм. Тоже важно поторговаться. Я знаю истории, ребят, которые действительно за счет, сильной своей позиции, если у тебя как бы есть тоже уже контроффер, где-то тебе еще дали оффер, ты можешь тоже это как сильный точку давления, ну, как не давления, да, а как Переговоров переговоров, аргумент. это очень хорошо, да, работает. У меня в тот момент, были офферы, но сильно слабее, чем вот этот, и поэтому как бы я ничего не пользовал. Да, ну, как бы вот, в целом как-то так. То есть это вот такая средняя, наверное, история, ну, как пайплайн, как. Ну, то есть, получается, это общение с HR, потом тестовое задание, да, какое-то? Да, HR, потом, твой лид Твой непосредственно, рейд? потом Мгм. тестовое задание, потом презентация его, cultural fit и уже как бы Финальные переговоры. финальные Мгм. переговоры, да. А ты не думаешь, что вот как раз то, что ты, думал над тем, насколько тебе откликается стиль компании, тебе было проще из этого проходить culture fit в том числе, потому что ты как бы, ну, не просто в Мгм. какую-то неизвестную компанию залетал, а ты примерно, прикидывал, да, то есть, что вот у этих ребят есть с твоим пониманием дизайна какой-то матч. Ну вот, это я потом узнал, насколько как бы, да, дизайн. То есть я на тот момент не знал, что ценится, а что нет, какие могут быть Мгм. правильные ответы, Мгм. какие нет. Мгм. И, конечно, я тоже там, ну, как бы волновался, разумеется. Еще что-то на английском нужно говорить. И как бы ты все время готовишься, но когда волнение, да, оно сильно убивает все. То есть ты, Ну да. оно может прям сильно, да, тебя повлиять. И там где-то я переспрашивал, я говорю, я не знал, там, не знаю, нормально ли я ответил там. И мне там говорят, типа, don't overthink, все окей, там, какой-то, ну, как бы тоже хорошо. Мне кажется, тоже важно, если вот волнение, как с ним справляться, это как вот сразу, наверное, сказать, я волнуюсь, или там просто как бы быть открытым, а не как бы, да, напряженным. То есть, мне кажется, это тоже людей ну, как это, помогает, да, с эмпатией. Человек это видит, как-то он немножко на твою волну настраивается. То есть это, мне кажется, тоже важно для cultural fit. Сколько ты примерно часов потратил на подготовку вообще к собеседованиям и на вообще подготовку к тому, чтобы более осознанно подходить к, поиску работы, прохождению собеседований? Ты считал примерно, не считал? Сколько ты в это вложил себя?
своих сил? Мгм. Да, ну, в целом, я, наверное, не могу сказать. Ну, это такой процесс, который просто ты понимаешь, пока не получишь результат, ты не можешь остановиться, как бы. Ну, и стрессово было со всех сторон. То есть у меня не было когда вариантов как бы Мгм. этого, да, не сделать. Ну, то есть у меня оставалось, то есть на прошлой работе, мне просто резко скоротили часы, ну, просто им не было как бы Нужно средств столько. больше меня содержать, да. И, я продолжал как бы как-то генерить деньги, и потом параллельно у меня были собеседования, я на другие собеседования, ну, как на вакансии откликался, через чат GPT переписывал всякие там тексты, понял, что это не работает, потом начал сам писать суперэмоционально. Ну, как бы я какие-то гипотезы тестировал. Это прям, наверное, нон-стоп было. То есть с утра до вечера просыпаешься и все время. То есть это такая работа. Но скажи, пожалуйста, ты сейчас вот, с точки зрения прошедшего опыта воспринимаешь это как инвестиция в себя или как просто потраченное время? Потому что вот, Конечно. иногда в российской я вот общаюсь с дизайнерами, я вот вижу, что они почему-то воспринимают, вот поиск работы как что-то такое вот, ну, негативное. Если тратят больше, чем на это время, то это типа, ну, потраченное время, то есть, да, какое-то бесцельно. А ты вот как к этому относишься сейчас, исходя из своего опыта? Ну, я думаю, что любой опыт, это он всегда ценен. И особенно такой, когда ты не то чтобы шишки набиваешь, да, там от разных компаний, ну, зависит от компании, конечно, какой подход с кем сработает, ты никогда не знаешь. Мгм. Но я думаю, это очень ценный опыт, особенно, ну, как бы сейчас, когда я нанимаю сам дизайнеров, ну, то есть мы нанимаем, я там собеседую в том числе, и я вижу, как бы, как это выглядит со стороны, с другой. Вот это, наверное, самый ценный опыт в найме, как бы, да, ну, с другой стороны быть, посмотреть, кто твои конкуренты там и так далее. Но и тогда ты не знаешь, чего ждать. Не знаю, меня просто вот это сильно, как это, может, наполняло энергией, вот этот азарт. Типа это уже Мгм. прям игра, ну, не то, что на выживание была, условно, конечно, но все равно. И мне это очень прям понравилось, и я решил прям действительно, думаю, что мне нечего терять. Окей, если там самое худшее, я в том и еду, окей, я попробую всякие разные гипотезы понакидать. Мгм. Да, так что это очень ценный опыт, да, 100%. А ребят, кто присоединился к нам, пишите вопросы. У нас есть чатик, закидывайте туда вопросы, Костя на них ответит в конце. Расскажи, давай вот как бы немножко от найма отойдем, от этих всех вещей. Как бы расскажи вообще, вот ты сейчас находишься в компании, так понимаю, которая работает на американском рынке. Мгм, То есть у мгм, вас, ну вот ваша компания, она работает на американском рынке, и условно люди, которые взаимодействуют с твоим дизайном, это как бы, ну, там, жители Америки, да, там, США. В смысле. Вот, расскажи вообще, насколько отличается психология и заказчика, и, ну, потребителя дизайна, насколько тебе пришлось перестраиваться или не пришлось? Вот, дай какое-то свое видение вот этого всего. Что ты мгм, думаешь? Как человек, который может сравнивать. мгм. Ну, в целом, мне кажется, здесь можно сказать, что пользователь, он как бы не избалован хорошим дизайном, я бы так сказал. То есть, например, там в России очень качественно, тут настолько рывок был прям резкий и сильный в плане качества, там, пользовательского опыта, визуала, там, всего на свете. Здесь, несмотря на то, что, да, как бы колыбель виноват, там в долине ты присутствуешь и видишь вот эти вот все сайты, технологии, которые наполовину не работают. И ты понимаешь, что это огромное, как бы, ну, поле для возможностей. Это прям сильно усиливает тебя с твоим опытом, да, с бэкграундом, когда ты знаешь, ну, что такое действительно стильный визуальный там дизайн. Ты знаешь, что как производило эффект, да, вот этот вау-эффект на клиентов, например, в России, и что здесь. Как бы здесь ты эти же трюки используешь, но они как бы больше эффект имеют. То есть здесь от дизайнера такого мало, ну, кто ожидает в целом. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты как бы условно смотришь из будущего немножко, да? То есть ты знаешь, ну, как Да. более продвинутые приемы, ты их используешь. Ну, вот я Мгм. общался, интересно у тебя мнение, потому что я вот общался с Сашей Денисовой, она там в Нью-Йорке, ну, там это Мгм. Нью-Йорк, может быть, из-за этого. И она говорит, что в США, наоборот, ей нравится, что смелость, меньше скованности, академичности, можно делать разные вещи там.
совершенно легко это может восприниматься и Мгм. заказчиком, и так далее. А у тебя такой Ну, другой немножко опыт. я бы сказал, да. Возможно, кстати, ну, разница в дизайн-студиях, да, в каких-то Мгм. там маркетинговых агентствах там и так далее, и тех компаниях, да, конечно, огромная. То есть тех — это бизнес все таки, это Мгм. больше то, что влияет на деньги. А, у меня просто такой прям максимально удачный матч получился, что ценится и визуальный дизайн, и какие-то эксперименты. У меня очень много свободы в плане там инструментов и каких-то технологий. То есть все открыты к этому. Разумеется, мы смотрим там метрики и все такое, но а, как бы м, я именно вот с этой стороны смотрю, что здесь, ну, банковские приложения, например, они очень слабые. То есть если взять прям топ каких-нибудь там 5 банков, все их приложения, ну, это просто дизайн из 2000, не знаю, 15 в лучшем случае. Это классические банки ты имеешь в виду, не Да. необанки? Да-да-да-да, классические. То есть есть, конечно, классные там приложения, типа, не знаю, всякие всё, что с криптой связано, все, что там, там, не знаю, Robinhood, да, Мгм. топовые. У Microsoft очень классный интерфейс. Вот OpenAI тоже классный дизайн делает. Ну, в плане вот понятности, удобства и всего такого. Но все остальное это прям, ну, как бы как слой на слой, там все неконсистентно. Не знаю, как ты видишь вот эти разные, да, толщины у иконок, в mail, да, в почте, и ты не Мгм. понимаешь, как это, почему так происходит. Ну, типа, Мгм. а, и знаешь, насколько, как бы, да, грубо говоря, все придираются к такому в России, например. И ты понимаешь, да, как бы, окей, у меня здесь есть вот пространство, куда двигаться. Я могу вот это сказать, я могу показать там, да, вот это лучше, это, как бы, чем вот это. Это помогает там меньше, не знаю, когнитивно, как бы, да, все равно все считывают. Начинаешь это аргументировать, с точки зрения восприятия там, человека и так далее. Как, ну, это всё, конечно, основано на теории и на практике. Мгм. Важно тоже очень хорошо аргументировать это. Но прям вот весь визуальный дизайн, кроме там каких-то крутых студий, типа там, не знаю, Collins, там, Bug, всякие там, Код. Ну, короче, все, что Pentagram, это... Ну, кстати, у Пентаграммы тоже, да, если честно говорить, то не все у них там супер выдающееся. Есть просто хорошие, понятные, да, бизнесовые вещи. Вот. С моей стороны, вот с моего опыта, что я видел, все-таки, да, тек, он такой немножко скованный, наоборот. Мгм. Слушай, ну тут вот интересно, 2 мысли как будто сразу возникают, даже 3. Первая мысль о том, что российский опыт дизайна, он применим и как бы он, может работать на этом рынке. Ну, как будто бы я тебя так слышу, что не надо, ну, то есть, что опыт, дизайнеров из России, он хорошо ложится, да, на то есть их уровень хорошо ложится на потребности. Второе, то есть не надо в этом смысле стесняться себя, да. Второе — это то, что, может быть, все таки история в том, что ребята, заказчики, особенно в таких вот, ну, бизнесах, о которых ты говоришь, они, может быть, все таки смотрят больше на метрики, чем просто на, там, эстетику. Может быть, поэтому Мгм. что-то там не меняют, и не правят, и не вкладываются лишний раз. Потому что рынок, наверное, конкурентный очень, и там борьба идет за все. Вот. Ну, это я так предполагаю, да. Вот. И Мгм. третье — это то, что вот про аргументацию, да. То есть, возможно, как раз, вот здесь, кстати, вопрос: насколько, как ты думаешь, ам, дизайнеры из России готовы к тому, чтобы вот так вот, качественно аргументировать свои решения, свои работы? Ну, это, мне кажется, такой вопрос скиллов, когда ты действительно руку набил, не знаю, прям на общении, на коммуникации с клиентом. И, ну, это прям отдельная вещь, которую, ну, важно вовремя заметить. То есть я в какой-то момент понял, ну, несколько лет назад, что там нельзя просто, наверное, это наивно сейчас звучит, нельзя там просто говорить, нет, вот так не надо. Я вот знаю, что только так нужно сделать, и все. Мгм. И как бы, но я понял, что нужно, наоборот, всегда предлагать какие-то решения. Подсвечивать, например, да, 3 варианта, да, развилки пути. Говоришь, если мы хотим добиться этого, да, то мы там потеряем, возможно, здесь. Ну, как бы и ты вот аргументируешь и плюсы, и минусы у каждого, да, варианта направления. Можешь сознательно что-то приукрашать, а что-то какие-то минусы подсвечивать. Ну, то есть, да, как бы, чтобы немножко как-то свою позицию усилить, да, относительно выбранного пути. Вот. И вот это, как бы правило "никогда не говори нет", а всегда предлагай варианты, вот оно мне вот очень сильно помогло.
И, соответственно, я вот научился аргументировать, ну, вообще все. Там, и даже, там, не знаю, когда ты на дизайн работаешь, да, концепции какие-то, ты для себя аргументируешь: окей, это вот Мгм. вписывается потому-то, потому-то, это не вписывается потому-то, потому-то. И ты просто это все держишь в голове. Ну и, конечно, там, хорошо, когда есть время перед звонком, перед какой-то такой презентацией подготовиться и хорошо это все еще раз, ну, собрать и, да, все время аргументировать и никогда не говорить "нет". Вот. Мгм. А скажи, пожалуйста, почему ты в Бостоне оказался? То есть вот интересно, ты работаешь в Мгм. долиной, но живешь в Бостоне. Потому что это более европеизированный город или что-то, может, подешевле жить, чем долине? Ну вот, как оказалось, нет, совсем не дешевле, чем в Нет, Берлине. В ничего. Берлине, в принципе, классно, да. То есть, ну, как бы, я скажу, что мне вот, в Калифорнии нравилось, что не нравилось. Наверное, что не нравилось, это, в принципе, какое-то ощущение одиночества. То есть, О, интересно, интересно. да, ну, как бы у нас, там, много друзей, много, как бы я, честно, в Калифорнии чувствовал себя в своей тарелке в плане, там, какого-то мышления, или там, какой-то креативной тусовки, грубо говоря. И всё Мгм. очень хорошо было. Здесь этого сильно не хватает, но там в целом чувствуется, как будто никого нет. Все это какие-то, не знаю, вот живешь в субурбии, там у тебя свой там дворик спереди и сзади, там лужайка, там все у тебя прекрасно. Не знаю, котам нашим очень сильно нравилось, они там все время гуляли. Колибри летает, все как бы невероятно радужно, но при этом ты выходишь за свой забор, да, и, просто никого нет на улице. То есть это вот автомобильная часть, да, страны, где там нужно за продуктами, все сели в машину, поехали. Никто просто так не гуляет. Очень редко, наверное, индусы только встречаются. То есть и то там полтора человека идет тебе навстречу, и все. То есть им тоже, как бы, наверное, может, интересно где-то прогуляться, что то поделать. Все остальные просто либо сидят дома, либо в офисе, либо где-то между этим находятся, в дороге. Мгм. Вот, и это сильно как бы, ну, напрягало. То есть, мы там сколько лет в Москве прожили, и всегда хотелось что то гулять, какие-то города. Там Сан-Франциско есть, но он очень сильно там небезопасный, грязненький. И, ну, в целом не подошел как город. Ну и там А туманные Бостон в этом смысле Поэтому больше похож на приходится. европейский город, да, я так понимаю? Бостон, да, это, наверно, самый европейский город. То есть мы изначально хотели, еще думали между Нью-Йорком и Бостоном. Мгм. Вот, но в Бостоне при этом мы никогда не были до этого. И, решили все таки в Бостон сразу прям переезжать и попробовать там. Потому что, ну, архитектура классная, и все очень он как бы такой и большой, и маленький одновременно. То Мгм. есть, не такой, как Нью-Йорк. Нью-Йорк стал, как по мне, так, немножко более агрессивным за М. последние, пару лет. При том, что мы до этого пожили на Upper East Side. Это прям такая хорошая, приятная часть города, где все чистенько, там, ну, нет никаких там, сумасшедших, вот. Но в целом даже этот опыт, как бы, который первое знакомство страны, которое мы сознательно сделали супер хорошим, приятным, как бы оно все равно, ну, не подходит. Мгм. В том числе я люблю очень сильно Нью-Йорк в плане там контрастности и как это, как это, слойности. Там вообще все, там от граффити, от запахов, от, красивой архитектуры, от там old money и всё такое. Когда оно всё наслаивается друг на друга, это вообще прям очень классно все это, ну, ощущается вместе. Вот, на Бостон, он очень консервативный, можно сказать. Ну, в смысле, консервативный в плане, как бы, истории какой-то. То есть он очень исторический. Здесь куча университетов, там, Гарвард, MIT, там Бостонский университет. Везде студенты, все врачи, везде врачи, постоянно врачи. Как бы, если ну, и причем ты их, видишь по, униформе. То есть они всё время ходят в своих, вот этих вот одежде, и ты все время на улице их видишь. Вот так Окей. вот. И много молодежи, да, как бы молодежи. А с точки зрения, среды культурной, вот, на там именно того, чтобы ты всё равно как дизайнер, да, тебе, я думаю, важно подпитываться чем-то. То есть это какие-то мастер-классы, выставки, конференции, еще что-то такое. Мгм, мгм. Вот, в этом смысле, где лучше все-таки, в долине или в Бостоне, или ты еще куда-то ездишь? Ну, я бы сказал, что в Нью-Йорке очень много, да, конференций происходит.
в Сан-Франциско тоже там, например, вот Figma постоянно там. Вот я был на одном, а, конфиге. Тут было прикольно. Но опять же, мне вот конференции, с точки зрения докладов, окей, ты можешь всё онлайн посмотреть в целом, ну, Мгм. почти все. И Мгм. как бы мне этого достаточно, потому что когда приходишь на вот эти конференции, там сразу, не знаю, сидит с тобой рядом незнакомый человек, он там: "О, привет, давай познакомимся. А ты вот чем занимаешься?" И вот этот вот нетворк, который такой навязанный, типа: "А вот вдруг мы друг Мгм. другу пригодимся, добавь меня в LinkedIn сразу". Мгм. Вот Мгм. для меня это немножко как бы странно. Это, наверное, ну, кому-то, может, наоборот, подходит хорошо, и, может, этим стоит пользоваться. Но вот мне вот это вот как бы, ну, немножко на меня это давит, и мне такое не очень нравится. В плане с кем-то что то обсудить, как бы, да, там, пообщаться по дизайну, там, ну, я всегда найду. Но вот, не знаю. Есть у вас Мне какое-то русскоязычное дизайн-комьюнити секретное, где вы там вот создаете какие-нибудь штуки? Ну, я бы сказал, наверное, если есть какие-то комьюнити, то они, наверное, все не здесь для меня находятся. То Мгм. есть, все, что я обсуждаю, мне кажется, много чего я нахожу, как бы, да, вот вдохновение Мгм. всё-таки, какого-то, может, там, не знаю, фриланса, из каких-то, подборок с каких-то там, не знаю, фестивалей, которые в России проходят. А, ну, как бы не просто потому, что я там, не знаю, привык к этому, да, как бы, хотя я, ну, по всему миру все смотрю. Просто, кажется, там это ближе, ты понимаешь, да, почему такие решения были приняты, почему это здесь работает. Например, здесь тоже, ну, как, то есть у нас, мне кажется, у всех, кто из там постсоветских стран, у нас такой восточный менталитет в любом случае. Да, то есть Да? нам важна Интересно, интересно. Ага. обертка, да. То есть нам нужна упаковка хорошая, красивая. Здесь совершенно другое. Здесь больше функционала. Почему вот в целом живет этот вот дизайн, который олдскульный? Мгм. Потому что он никак на бизнес не влияет. От Мгм. того, что у тебя там менее красивая кнопка, как бы люди не станут меньше твоими услугами пользоваться. То есть они много чего, наверное, не знают, да, ну, в плане того, что какое может быть качество, какой сервис может быть. Но здесь больше сухие данные, как бы, ну, вот, грубо говоря, какие-то вещи, которые работают, а не то, какое у тебя впечатление. Вот. Мгм. Вот в этом Интересно. разница, я думаю, да. Интересно. Смотри, скажи, пожалуйста, давай немножко вернемся вот к процессу поиска работы. Скажи, ты готовил специально какие-то кейсы, делал какие-то специальные кейсы на английском, или ты показывал там вообще те кейсы с кириллицей и просто объяснял? И вообще, как воспринимают, воспринимали тебя, что ты там из России, да, условно, из какой-то там Восточной Европы и так далее? Можешь про это рассказать? Да, ну, конечно, у меня очень много работ было, таких вот знаковых, в кириллице. Я их показывал. Ну, некоторые, кстати, я специально переводил, там, не знаю, сайт, который можно было быстро перевести, там, я это всё делал. То есть, все кейсы у меня, то, что на Behance, которые я уже не знаю, сколько лет не веду, они все, наверное, тоже на английском были. Потому что всегда ты смотришь как будто в какую-то другую аудиторию, а вдруг там кто-нибудь меня наймет, там, Мгм. и я там получу какие-то знания. И, всё равно у меня, с другой стороны, очень много было, проектов, из Штатов, из Англии, из Новой Зеландии. Какие-то просто фрилансы, которые тоже очень сильно, ну, понятны были. Проект, людям, там, не знаю, там, в техе в том числе. Там какие-то визуалы для банковских там приложений очень много я делал. Мгм. Там, какие-то ну, когда речь идет про это русскоязычный кейс, то да, ты рассказываешь: "Окей, вот это там, например, такая-то компания, вот она там номер один вот, здесь". Конечно, это и мало чё говорит. Вот, поэтому, если есть опыт там с какими-то, не знаю, вот, например, я делал, тоже какие-то, небольшие проекты для Six Flags. Это такой парк аттракционов, здесь, когда я еще в России был. И как бы это тоже у меня там, например, для моего кейса, для визы сработало неплохо, потому Мгм. что это известно каждому американцу, Мгм. что такое Six Flags. Например, там, и то есть ты там миксуешь, какие-то ты вещи ты объясняешь, да, почему это, ну, на кириллике, вот, а какие-то уже как бы известны. То есть важно все таки мне кажется,
хоть, может, какие-то персональные проекты сделать, которые там с брендами, которые понятны, там в США будут. Мне кажется, То тоже есть, важно. условно, сделать какие-то фейковые проекты, но они как бы попадают ну, то есть как будто бы для брендов там, да, известных, и попадают в их задачи, чтобы людям Да. просто проще было понять, то, что ты сделал, для чего это. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. А то, что вообще вот, насколько тебе мешало или без разницы, что ты там, из, Восточной Европы, из России, всем Да, в целом, мне вообще никак, ни разу ничего не было. Мне один раз помешало это, когда я откликался на в европейских каких-то, студиях, Мгм. не помню. Да, ну и в целом, как бы, не, я бы не сказал, что что-то было такое прям. Нет, наоборот, тебе нравится, там, не знаю, интересно, почему так произошло, а вот здесь как бы какие-то вещи, которые совершенно, да, неестественны для этой среды, и в них интересно разобраться, а почему, как бы, да. Ну, Мгм. да. Понятно, понятно. Слушай, интересно. Интересно, как ты вообще вот, какие вещи ты вот сейчас для себя, может быть, понял с точки зрения развития? Хочешь ли ты, например, пойти куда-то учиться или чем-то еще специальным заниматься, чтобы дальше двигаться, да? Ну вот, расти как дизайнер, может быть, или как там дизайн-директор, не знаю, или там дизайн-лид, или еще кто-нибудь. Я так понимаю, у тебя уже лидовая должность, судя по тому, что ты собеседуешь людей. Вот. С точки зрения вот развития, да, окей, то есть ты работаешь в какой-то компании, ну, я тебе просто поясню. Работаешь в какой-то компании, выполняешь какие-то рабочие обязанности, да, то есть делаешь то, что нужно для бизнеса. А ставишь ли ты перед собой еще какие-то специальные задачи, ну, для роста, да? Думаешь ли ты Мгм. об этом вообще? Расскажи про это. Вот именно в плане американской культуры и там, вот того, как, насколько здесь это важно, не важно, или там ты для себя Мгм. видишь какое-то развитие задел, какой-то запас прочности. Ну, в плане какого-то обучения, ну, наверное, можно какие-то вещи читать и там, не знаю, какие-то статьи иногда читаю. Я бы сказал, что в плане какого-то развития все-таки это для меня какие-то технологии, наверное, каждый раз. Мгм. То есть все, что там с AI связано, вот это, конечно, техническая такая работа, но она как бы, наверное, да, как это сказать? Сейчас я больше смотрю на какие-то более фундаментальные знания в плане, там, не знаю, сторителлинга, там, какой-то режиссуры, чего-то, такого максимально базового, как бы, когда ты, можешь, как дирижер, грубо говоря, да, вот, при помощи разных инструментов, или не людей, а руководить каким-то проектом. Вот, то есть с точки зрения именно как специалиста, да, развития каких-то вот, ну, более прикладных, моментов. Это все-таки все время, мне кажется, нужно смотреть на новые инструменты в AI, вот 100%, потому что это, ну, не знаю, с выходом какого-нибудь там Kling, версия О1, которые там просто невероятные какие-то вещи делают, настолько консистентно, и ты уже не часами там промпты вбиваешь, у тебя уже все как бы системно связано между собой. И из-за этого я, например, там синему реже начинаю открывать. Какие-то вещи, там, не знаю, вот мне уже в прошлом году было несколько проектов, где я только через AI делал motion разного уровня вообще, не прикасаясь совершенно там к каким-то, ну, окей, там какой-нибудь постпродакшн в AI делал, но в целом это все настолько ускоряется и настолько тебе помогает, что ты видишь разницу между, например, каким-нибудь 15-секундным роликом, сделанным полностью в AI, там, не знаю, без знания какого-то там простецкого, там, не знаю, монтажа Мгм. и сторителлинга, где персонажи не чувствуются, не прописаны. Ну, как бы, ну, вот нету какой-то, да, вот такой изначальной работы проделано, а просто ради эффекта, как бы, это вот, ну, от этого ты устаешь и понимаешь, что, типа, ну, блин, это вот все неживо выглядит. Прям такие возможности есть у инструментов, у AI, которые, ну, вообще тебя никак не ограничивают. Соответственно, нужно возвращаться уже не к инструментам, а к базе, к основе. Ага. Вот. А с другой стороны, важно, как все, что сделано вручную, оно тоже как бы подсвечивается, уже нишевым становится. И ты видишь, что, как прекрасно, что это сделано не в AI, как бы. То есть, с одной стороны, это тоже классно работает. То есть они, как бы, мне кажется, параллельно идут. Качественный, там, не знаю, Art Direction и плюс AI. Или там просто сильная команда, которая сделала там все это вручную.
И вот они равно, мне кажется, сейчас одинаково идут, и при этом и туда, и туда можно смотреть. А в плане какого-то там, не знаю, развития там, как, менеджмента, каких-то софт-скиллов, да, там, в плане там с того, что в будущем, может мне быть интересным. Ну, кажется, оно тоже параллельно идет. То Мгм. есть важно в первую очередь коммуникация. Тоже, да, там все мы там интроверты в какой-то степени, и важно из этого выходить и учиться, прям коммуницировать, разговаривать, развивать эмпатию. То есть, я бы сказал, да, что, все проще и проще становится, наверное, какой-то софт учить. С каждым годом, наверное, уже с каждым месяцем все легче. И все больше, наверное, нужно фокусироваться на чем-то фундаментальном. Там Мгм. каких-то теорий прям такой, там, композиции, сторителлинга, там, ритма, всего такого, какой-то психологии, там, и коммуникации. То есть выходить как бы на уровень арт-дирекшена, продюсирования, когда Да. ты глубоко понимаешь, зачем ты это делаешь, чем ты будешь этого добиваться, и знать фундаментальные вообще законы, принципы. Да, Мгм. я думаю, что для всех, ну, то есть для любого уровня дизайнера, мне кажется, это вот самое важное. Интересно. Так, слушай, давай, может быть, несколько вопросов тут смотрим мы. Мгм. Юлия пишет: Константин, есть ли у вас опыт веб-дизайна для НКО на глобальном рынке? В чем может быть фундаментальное отличие дизайна для коммерческого бренда и для НКО? Неожиданный вопрос, но интересно. Мгм. Ну, честно, у меня нету опыта никакого для НКО. Не потому, что я такой коммерческий, а потому что, ну, просто как не получилось. Ну, не было таких интересных проектов, наверное, не продалось мне. Мгм. Да. Так, и вот еще Иван спрашивает, нет ли мысли, что не самый продвинутый дизайн в США, нет большой конкуренции, наоборот, от недостаточной, типа все равно купят. То есть аудитория ее денег пока и хватает на всех. Плюсом все консерватизм. Вижу такое же в Сербии. Если есть такой же взгляд, то что, по твоему мнению, может перевернуть ситуацию? Такой очень философский вопрос, мне кажется. Хм. Ну да, здесь, наверное, в первую очередь нужно смотреть на спрос, да, на как бы на пользователя конечного. И как бы как переучивать, наверное, целое там, да, вот весь менталитет пересобирать, ну, это, ну, как-то сложно. Я думаю, что здесь, очень много, э, возможностей действительно. Из-за вот этого консерватизма, да, который есть Мгм. в головах, какой-то, не знаю, вот ощущение, как будто реально здесь все в какой-то теплице. То есть Мгм. нету каких-то, не знаю, может, и хорошо, каких-то, да, вот эмоциональных качелей меньше. То есть у тебя как бы вот твой рейндж, да, как бы, восприятия, он такой немножко суженный, в то время как там, не знаю, в Европе, да, там происходит, там, не знаю, в Азии, все настолько как бы тебя из хорошего там в трудное кидает постоянно, и ты как бы вот так вот растешь горизонтально, и у тебя уровень восприятия, да, как бы твой спектр восприятия, он увеличивается. Здесь этого сильно не хватает. Ну, я не думаю, что это прям плохо. То есть со временем, я думаю, к этому придет. Ну, надеюсь, не через какие-то потрясения и стресс, но люди наверняка увидят больше, не знаю, различий, да, между хорошим дизайном, между там слабым дизайном. И все-таки, несмотря на статистику, да, многие решения тоже мы принимаем эмоционально. Поэтому важно не только на цифры смотреть, а тоже как-то вот вовлекать, там, показывать, как-то ощущение, да, тактильности, да, создавать, ну, вообще в любом визуале, в сервисе, в опыте. То, что тебя как бы, ну, трогает, да, буквально. Я думаю, здесь просто все это еще впереди. Интересное мнение, потому что обычно же всегда говорили наоборот, про то, что там где-то что-то продвинуто, а Восточная Европа где-то отстает, а ты прям совершенно говоришь противоположные вещи. Для меня это вообще удивление, да, было. Ну да. Так, супер практический вопрос от Саши. Ребят, привет. Костя, такой вопрос. Насколько сложнее было получить IB1 по сравнению с O1? Ну, в целом процесс тот же был. Я с тем же адвокатом уже делал. Ну, то есть отдельно уже, прям напрямую с адвокатом. Было, критерии жестче были. Ну, то есть, как это, разница, да, O1 и EB1.
том, что O1 как бы чуть лояльнее проверяет, к ней относится. То есть там, окей, тут доказал, ты здесь доказал. Несмотря на то, что у меня тоже была куча проблем, у меня был отказ в визе, у меня была Мгм. Россия на ровном месте, как бы все это было, ну, странно, но тем не менее получил. А с EB1 при этом у меня все с первого раза получилось, то есть сразу кейс был заапрувлен. Я какие-то активности параллельно делал после того, как уже визу One получил. Все равно нужно было как-то продолжать, не останавливаться, ну, там где-то участвовать, какие-то подборки попадать, там, ну и прочее. А, в целом я скажу, что, наверное, то же самое, но просто как это, сильнее, строже судят. То есть надо подбирать тщательнее все свои, достижения и проверять. Да, да, да. Ну, то есть, да, по М, сути, не знаю, какие-то рекомендательные письма я просто просил переписать, там, дату поменять, вот, и также все соглашались. Вот прям, да, люди, конечно, это очень важно. Потому что нетворк — это то, что сильно помогло мне, и я его вот развивал в процессе. Поэтому то, что всем советую очень сильно работать над этим. мгм. А как ты думаешь, вот, немножко от визы отойдем. Как ты думаешь, вообще, куда движется, эмоциональный дизайн, motion дизайн? То есть вот что еще там что такое еще может произойти супер мега невероятное? Потому что кажется, что и так уже просто все, что может быть, есть, все витает, и сейчас осталось только просто совсем уже в мозг загонять, эти эффекты. Вот что ты думаешь про это? А, ну, я думаю, что да, наверно, будет сложнее, мне кажется, адаптироваться, потому что придется адаптироваться еще быстрее. То есть сейчас, например, да, в плане восприятия все еще сложнее стало. То есть там, вот недавно про Netflix, да, рассказывали, насколько важно в сюжете фильма, да, пересказывать, ну, в смысле, в диалогах, В пересказывать диалогах. их. Мгм. Да, то есть как бы внимание сильно разбегается, и тяжело это собрать всё время воедино. Поэтому, ну, не знаю, честно. Мне кажется, к этому у меня нет прям конкретного ответа на этот вопрос, что будет, что я вижу впереди. Наверное, это вопрос выбора для каждого. То есть, мне пока что ближе, наверное, будет, возможно, куда-то уйти в более нишевое что-то, более крафтовое. Там, например, да, вот тот же стоп-моушен никуда не ушел, он Мгм. продолжает существовать, но при этом он воспринимается как супер ниш, и он очень эмоциональный, очень как это, живой, да, вот, то есть, наверное, тренд на что-то более живое в этой вот бесконечном шуме всего искусственного, наверное, вот будет, расти и становиться уже, и прям как алмаз формироваться, то есть в Мгм. этой плотности. Вот. Ну и инструменты, да, AI тоже никуда не денутся. Я думаю, а, с их помощью тоже очень скоро, я думаю, наверное, уже в следующем году наверняка мы увидим очень много там и коротких историй, там, ну, не только на там 5-10 секунд на кадр, Ты какие-то имеешь в виду уже полноценные какие-то фильмы? полноценные, да, ну, то есть короткометражные, конечно, чтобы, вот, возможно, фильмы, я не знаю, как тяжело собрать. То есть, да, как бы там вот, наверное, какие-то экшен, окей, можно собирать, когда у нас жесткая там, частая резко Мгм. идет, а какие-то более эмоциональные какие-то вещи, ну, наверное, сложно предсказать, но я думаю, что это очень сильно продвинется, и до какой-то момент мы, наверно, дойдем до, этапа, когда сложно будет действительно отличать, что в AI сделано, а что вживую. Но для этого, конечно, нужно сильно, как я говорю, качать, фундаментальные какие-то знания, там, режиссуры, арт-дирекшена, психологии, там, да, в том числе, всего этого. Да, это вот нужно сильно наращивать. Мгм. Слушай, ну ты, я вот много уже слышал вот именно таких мнений, что как будто бы наоборот идет, правильно это возвращаться к фундаменту, да, у дизайнера. То есть идти Да. базовых понятий, хорошо разбираться в базовых историях, связанных либо с визуальной культурой, либо с режиссурой, либо с сторителлингом и так далее. Потому что, условно, пока вся эта машинерия, она не может на таком уровне придумывать все и продумывать. Да, да.
Ну, это только от человека зависит. То есть, да, это как просто инструмент, которому очень важно донести, да, что правильно делать. И это, опять же, вот скилл коммуникации. Когда, да, Мгм. ChatGPT там появился, все поняли, что, а как разговаривать-то нужно? Как вот объяснять? Это же настолько важно, да? То есть кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это тоже как бы очень важное сейчас, мне кажется, замечание. И да, думаю, что, в плане какого-то фундамента, да, это то, что нарабатывается годами. То есть весь твой визуальный, да, и как это, насмотренность, Мгм. какие-то знания там правил, как их нарушать. Тоже когда видно, когда вот правило нарушается сознательно, когда это усиливается, да, как мы на контрасте что-то показываем. То есть это все вещи очень базовые, там, в том числе и композиции. Как бы это же кажется, ну, композиция, ну, все там, да, мы проходили там в художественной школе, там где-то еще, ну, как бы. Но когда ты начинаешь уже действительно как дирижер этим оперировать, там, усиливать давление, ну, я не знаю, это вот какие-то вещи, кажется, наверное, сейчас сильно примитивные, Да нет, но ты знаешь, это не очень кажется глубоко. сильно примитивными. Это Да. как раз то, удивительно, что, мне кажется, в какой-то момент вообще в дизайне произошло какое-то смещение в инструменты. Все начали Да. много внимания уделять инструментам, то есть там, условно, в UX/UI это Figma, какие-то компоненты, дизайн-системы, Мгм. еще какие-то вещи. Да, там, например, там в моушене, или графическом дизайне тоже куда-то, да, там разные приемы, там, и даже и увлечение AI во многом это же тоже увлечение инструментарием. Да, да. Базовые вещи, их надо тоже же дрессировать в себе, качать, они же тоже так же деградируют, если ты этим не занимаешься сознательно. Конечно, да. Это вот, да, это самое сложное в плане, что это долгое время, много времени занимает. Мгм. Инструменты выучить все проще и проще, да, вот это вот нужно всегда возвращаться и проверять себя, да. Хороший вывод. Давай напоследок расскажи, ты как бы от того, что ты сейчас в Америке находишься, у тебя есть, позитивный опыт, в смысле дополнительные эмоции, какая-то радость, что у тебя новый шаг в жизни? То есть, да, потому что есть виза талантов в Британии, например, там еще что-то. Тут Мгм. ты выбрал Америку. Вот, расскажи про это. Какой тебе заряд это дает? Ну, и честно, когда я начинал всё это делать, я даже не ожидал, что столько мне это даст. В плане, не знаю, веры в человечество, я бы сказал. Ну, то есть, в целом, если вот прям взять, и как-то какую-то выжимку, то я, наверное, ну да, не ожидал, что будет настолько, меня это настолько повлияет. То есть я совершенно другой человек. Там еще там, даже в Черногории был другим человеком. Сейчас уже мне прям сложно даже смотреть на себя в прошлое. Как бы я иногда даже не узнаю, как бы, что, ну, какие мотивации были там и так далее. То есть, в целом, я бы сказал, наверное, здесь, что ключевое, не знаю, как, там в Великобритании, в Европе, наверное, тоже попроще, там есть всякие там пособия. Ну, это я поверхностно сужу сейчас. Мгм. Здесь тоже, как бы, есть какие-то такие моменты, но, порог сгорания, он сильно ну, ниже. Там в России выжить тоже без работы гораздо легче. Здесь это прям огромное давление и гонка. Здесь вот тоже, как, мой друг говорит, чтобы там, стоять на месте, нужно все время идти. И поэтому тут это вот ощущается, какая-то, не знаю, прям вот как игра для меня. Хотя это стрессово иногда очень сильно, но прям я вижу очень много возможностей в целом для людей, которые здесь живут. Ну, то есть какие-то, не знаю, довольно понятные нам открытия у них еще впереди. Я не знаю. А, и я вот в этом вижу какое-то вдохновение, да, с того, что там, не знаю, мне еще хватит здесь, ну, гораздо, ну, прям очень хорошо хватит, сил и мотивации что-то делать. Это точно. То есть расслабиться не хочется. Ну, это от человека тоже зависит, вот. Но в целом я очень сильно тоже почувствовал какую-то поддержку от людей здесь, от местных тоже. Здесь настолько приветливые все. Ну, то есть в М. плане, понятно, всем известно про там улыбки и так далее, но в целом, когда ты приезжаешь в страну, да, в которой никогда не был, вообще ничего не знаешь, ну, там по фильму что то может, и видел, но тебя настолько все классно приветствуют, то есть ну, очень добро, к тебе относятся. Вот, и это очень сильно меня вот конкретно вдохновляет. То есть лично меня для меня это важно.
видеть какую-то Мгм. поддержку, какую-то любовь от окружения, от мира. И вот здесь это я чувствую. Мгм. Вот. Ну и в целом, наверно, тоже Бостон такой город, очень, э, добрый, я бы сказал, несмотря на водителей. А, Здесь, ну, Калифорния тоже очень классная. То есть мы вот год прожили в Калифорнии, насколько там все зайчики пушистые, то прям тоже меня удивляет. То есть ты там идешь, не знаю, первая была ситуация, когда мы ходили вокруг этого моста Золотые ворота, вот этот красный в Сан-Франциско, Мгм. и смотрели, куда нам там наш Uber подъедет. И вот мы с женой ходим, там мы смотрим в телефон, и какой-то там старичок, дядечка, увидел это, подходит, там говорит: "Вот вы, ребят, заблудились? Там, а вот я знаю, всё, я вам подскажу, отсюда идет такой трамвай, туда-то, то-то, там, как бы, а вы здесь там, как бы, а вы откуда там?" Все такое начинает. Ну, прям сразу пришел помогать. То есть он, ну, не безразличный ему. И в целом, там, не знаю, ты там на парковку подъезжаешь, там, какого-нибудь супермаркета, и там тебе, там: "Нет, пожалуйста, после вас, нет, после вас, вы вставайте в это место". То есть все там прям какой-то, вот как этот олененок Бэмби, вот там прям такое вот место, мне кажется, в долине. Оно очень прям такое доброе, невероятное. Вот, а здесь, очень чисто и очень, красиво. Прям вот, а, э, сложно назвать это европейским городом, сравнивая прям с Европой, но это самое европейское место здесь. И в целом и океан есть, и как бы, что Нью-Йорк очень близко, если что. Как бы такие вещи, не знаю, и возможность здесь ездить очень классная. То есть мы вот, переезжали из Калифорнии на машине, прям через всю страну проехали в Бостон. Зимой там застряли в сугробе, звонили в 911, там чё тока не было. И как бы в неделю ехали, и то есть мы увидели вообще все, что здесь есть. Там, не знаю, в плане какого-то, исследования культуры визуальной, да, в том числе, и там какой-то поп-культуры. Насколько классно здесь в это погружаться. То есть мы, например, ездили там, в штате Вашингтон, в этот, город, где снимали, ну, там рядом с Сиэтлом есть город, где снимались, весь сериал Twin Peaks, первые 2 Мгм. сезона. Мгм. И когда ты там проезжаешь, ты понимаешь, насколько всё связано. Там буквально, там, не знаю, отделение полиции здесь находится, там в 5 минутах там вот этот мост какой-нибудь, вот еще что-то, вот эта кафешка. И ты вот когда туда, ну, как бы, проникаешь, ты видишь, насколько это вот прям ты живешь в этом мире. Ты понимаешь, что было в голове тому Линча, когда он все это создавал, как они это все, ну, то есть ты настолько погружаешься в какие-то вещи, там из штата в штат люди разные, прям вот буквально реально разные локации, все разные. Ты как будто на разных планетах оказываешься. То есть здесь есть, куча всего, что можно исследовать. Я такого никогда не делал раньше, например, до переезда сюда. И это тоже очень сильно влияет на визуальную какую-то мою, ну, восприятие, на какую-то культуру, на там, на дизайн, на мотивацию, на все. То есть это очень прям наполняет сильно. Так что Классно. что да. Слушай, давай на этой вдохновляющей ноте тогда, будем потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Спасибо, что ты рассказал, поделился. И поделился тем, как ты общался, как ты искал работу, что ты думаешь про дизайн. И мне кажется, интересно всегда ребятам посмотреть, чтобы себя как-то представить на твоем месте, да, условно. А мог бы я, например? А моих знаний хватит или не хватит, да? Потому что вот то, о чем ты говорил в начале, синдром самозванца, он точно есть у Мгм. всех ребят из там СССР, как бы это, мне кажется, главное, с чем надо бороться в себе. Мгм. Вот, потому что мне кажется, что ребята более талантливые, чем они сами о себе думают зачастую. Это важно. Вот. Спасибо тебе большое. Да, Пока-пока. спасибо. Да, супер. Спасибо. Рад с тобой был пообщаться. Все, всем, ребят, пока. Запись будет.